Возникновение в начале VII века мусульманства сплотило арабские кочевые племена и подвигло их на завоевание новых земель. За 30 лет походов арабы покорили империю сасанидов и успешно воевали с Византией. Мусульмане создали самое могущественное государство того времени во главе с халифом. Завоевав всю Северную Африку, они начали захват земель вестготов, живших на территории современной Испании. С 711 года мусульмане за 6 лет покорили почти всю территорию Пиренейского полуострова. Ослабленные междоусобицами вестготы не смогли им дать должный отпор. Дойдя до Пиренеев, арабы стали мечтать о покорении франкского государства. Начиная с 718 года они беспощадно грабили ряд южных франкских городов, а их жителей уводили в плен. Вторжение в Галлию возглавила династия Омейядов, ставшая первой династией халифов Исламской империи. В то время омейядский халифат обладал самой мощной военной силой в мире. 17 октября 732 года армия арабов снова перешла через Пиренеи. Она состояла преимущественно из тяжелой арабской и легкой берберской кавалерии. В войске также присутствовала разноплеменная пехота. Общая численность войск составляла около 60 тысяч человек. Во главе войска стоял арабский военачальник Абд аль-Рахман. Герцог Аквитании Эд собрал свою армию в Бордо, но был разбит, а город Бордо был разграблен. Побоище христиан в битве при реке Гароне было ужасным. У Бордо и в битве при Гароне силы арабов состояли в основном из тяжелой кавалерии. Они уничтожили армию Эда, перебив почти всех его воинов при собственных минимальных потерях. Тогда в снаряжении европейских всадников отсутствовали стремена, поэтому они еще не создали свою тяжелую кавалерию. Эд Аквитанский обратился к франкам за помощью, которую Карл Мартел предоставил после согласия Эда признать верховенство франков. Франкское королевство под властью австразийского майордома Карла Мартела было главной военной силой Западной Европы. Оно включало в себя большую часть сегодняшней Франции, Австразию, Нейстрию и Бургундию, значительные части Западной Германии и Нидерландов. Франкское королевство находилось на пути превращения в главную имперскую державу Западной Европы со времен падения Римской империи. Арабы не были знакомы с мощью франков. Они не произвели разведку на севере и не знали, что Карл Мартел уверенно господствует в Европе. Передовые отряды арабов продвинулись на север в направлении Луары, далеко оторвавшись от обоза и основной части армии. Легко подавив сопротивление в этой области Галлии, захватчики разделились на несколько частей, в то время как их главные силы продвигались медленнее. Абд аль-Рахман решил захватить город Тур, где было много сокровищ. По пути к нему арабы не смогли взять штурмом старинный город Пуатье и двинулись к Туру. Узнав об этом, майордом Австразии Карл Мартел собрал армию и отправился на юг через горы, избегая старых римских дорог и надеясь захватить мусульман врасплох. В битве он намеревался использовать стену щитов, поэтому ему было необходимо найти подходящее поле битвы, лесистую возвышенную равнину, построить своих людей и заставить мусульман атаковать. Успех его плана зависел от элемента неожиданности для противника. Битва при Пуатье, также известная как битва при Туре, произошла вблизи от города Тура, недалеко от границы между Франкским королевством и Аквитанией. Точное место битвы остается неизвестным. Большинство историков считает, что две армии встретились в месте слияния рек Клен и Вьена между Туром и Пуатье. Современные историки оценивают силы армии противников соответственно в 30 и 60 тысяч человек. Другие историки полагают, что обе армии были примерно равны и ограничивались 30 тысячами человек. Вторгшаяся армия действительно была захвачена врасплох. На возвышении перед городом Тура она встретила многочисленное, уже готовое к битве войско. Согласно арабским источникам, франки построились большим прямоугольником между деревьями на склоне холма, что позволяло отражать натиск конницы. В течение 7 дней обе армии вели разведку боем, вступая в незначительные стычки. Мавры ожидали прибытия своих главных сил, которые вскоре подошли, однако это не добавило им уверенности. Арабам было сложно оценить численность противостоящего им войска, поскольку Мартел использовал лес и деревья, чтобы создать впечатление, что его армия больше, чем была на самом деле. Абд аль-Рахман призвал все свои силы, что позволило ему собрать еще большую армию. Но за это время опытные пехотинцы Мартелла тоже прибыли из отдаленных крепостей.
Эта закаленная в боях пехота была главной силой франков. Большая часть армии Мартелла сражалась под его началом многие годы. Кроме того, Карл получил подкрепление ополчением, но от неопытных пехотинцев было мало пользы. Их использовали для сбора провизии и для изматывания мусульман. Ведь слабое ополчение не могло отражать атаки конницы. Большинство историков считает, что в начале битвы войска мусульман имели двойной перевес в численности. Готовясь к битве, Мартелл рассчитывал, что Абд-аль-Рахман все же вступит в бой, чтобы ограбить богатый город Тур. Никто из противников не хотел начинать атаку, но Абд-аль-Рахмана уж слишком соблазняли богатства, лежащего впереди города. Выбор Мартелла места битвы оказался решающим, поскольку он вынудил мавров атаковать вверх по склону, преодолевая препятствия рельефа и растительности, что существенно ослабило таранные преимущества конницы. Мартелл понимал, что если он потерпит поражение, в Европе не останется силы, способной защитить западное христианство. Хотя армия франков уступала по численности противнику, Мартелл располагал опытным сплоченным войском. Франки в своих волчьих и медвежьих шкурах были тепло одеты для наступающих холодов и имели преимущество в использовании местности. Арабы же не были подготовлены к холодам надвигавшейся европейской зимы, хотя и имели палатки, которых не было у франков. Но все же они боялись атаковать франкскую армию, которую считали численно превосходящей. Арабский полководец хотел выманить франков на открытую местность, в то время как франки, сформировавшие плотный строй на холме, ждали, когда мавры станут атаковать их вверх по склону. Эту игру в ожидании выиграл Мартелл. Битва началась лишь на 7-й день. Поскольку приближалась зима, Абд-аль-Рахман не мог оттягивать битву бесконечно долго. 10 октября 732 года он наконец послал в бой свою тяжелую кавалерию. Надеясь на превосходство кавалерии, Абд-аль-Рахман посылал ее в атаку снова и снова. Но в этот раз хваленная кавалерия арабов не справилась с задачей. Дисциплинированные франкские пехотинцы выдержали все атаки, хотя, согласно арабским источникам, арабская кавалерия несколько раз прорывалась внутрь франкского квадрата. Мусульманские всадники часто и яростно атаковали франкских солдат, которые стояли мужественно, и многие воины пали с обеих сторон. Несмотря на это, франки не дрогнули. Солдаты Мартелла совершили невозможное в то время. Пехота устояла против яростной омейядской кавалерии. Все потому, что ядром армии Мартелла была профессиональная пехота, отлично дисциплинированная и высоко мотивированная, прошедшая с ним сражения по всей Европе. Моссарабская хроника 754 года гласит: «И в громе сражения люди севера оказались морем, которое невозможно сдвинуть. Твердо они стояли плечом к плечу, выстроившись как глыба льда, и сильными ударами своих мечей они разили арабов. Собравшись вокруг своего вождя, люди Австразии отражали все перед собой. Их неутомимые руки пронзали мечами груди врагов». Прорвавшиеся внутрь стены щитов арабские войска пытались убить Мартелла, но окружившая его охрана не расступилась. Когда битва была в самом разгаре, по арабским войскам пронесся слух, что франкские разведчики угрожают обозу с захваченными в Бордо трофеями, и часть арабских воинов поспешно оставила сражение, чтобы вернуться в лагерь и охранять добычу. Согласно мусульманским источникам, в разгар битвы посланные Карлом конники напали на лагерь и обоз с награбленной добычей. Карл отправил конных разведчиков, чтобы посеять хаос в главном лагере мавров, освободить максимальное количество находящихся при лагере рабов и одновременно ослабить натиск противника. Это ему удалось, поскольку многие арабские конники вернулись в лагерь. Остальная часть мусульманской армии приняла этот отход за полномасштабное отступление и вскоре тоже начала отходить. Отступление превратилось в бегство. Пытаясь его остановить, Абд-аль-Рахман оказался в окружении, что привело к его гибели. Мусульманские войска собрались в своем лагере. Все воины бежали перед лицом врага, и многие пали в этом бегстве, повествуют арабские источники. А франки восстановили свое построение и отдыхали ночью с уверенностью, что на рассвете битва возобновится. На следующий день, когда мавры не появились на поле битвы, франки заподозрили засаду. Поначалу Карл думал, что мусульмане хотят выманить его с холма на открытую низину. Этого он должен был избежать любой ценой. Не для того он потратил долгие годы, обучая свои войска всегда держать строй. Лишь после разведки стало ясно, что под покровом ночи мусульмане бросили свои палатки и направились обратно на Пиренейский полуостров, забрав добычу, которую могли унести. Принимая во внимание численное неравенство армии, Карл Мартелл одержал блестящую победу.
Конечно, Абд аль-Рахман мог отступить с добычей, не вступая в бой, и направиться к более слабым противникам, хотя оставлять крупные силы врага за спиной было неразумно. Ведь нашествие монголов доказало, что именно уничтожение самых сильных противников дает вторжению сокрушительный эффект. Если бы Мартел проиграл, то в Западной Европе не осталось бы военной силы, способной ее защитить. Поэтому битва при Туре кардинально повлияла на ход мировой истории. Ведь поражение могло привести к господству мусульман в Западной Европе. Мартел принял наилучшее решение из возможных. Немногие битвы запоминаются на 1000 лет, но битва при Туре является исключением. В последующие годы Карл Мартел продолжил изгнание арабов из Франции. Он считал, что их необходимо удержать на Пиренейском полуострове, не давая им закрепиться в Галлии. Поэтому он еще не раз кормил неприятеля. После поражения мавров при Нарбоне угроза их вторжения ослабла, а в 750 году объединенный халифат погрузился в пучину гражданской войны. Сын Карла Пипин Короткий продолжил освобождение Галлии. Династия Омейядов была изгнана в Андалузию. Позже Карл Великий полностью прекратил набеги арабов. Тяжелая арабская кавалерия уже не представляла прежней угрозы, поскольку христиане по арабскому образцу создали свою рыцарскую конницу, а планы дальнейших наступлений арабов были сорваны из-за внутренних раздоров на землях Омейядов. Империя мусульман достигла своих пределов и вскоре распалась на отдельные государства.